как получать в Ирландии лицензию на оружие. Если не контролируют популяцию оленей, они съедят все и умрут от голода. Как покупать оружие подешевле и перевозить его в Ирландию. Здравствуйте, вы на канале Дмитрий и Лена. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Елена. О чем мы сегодня поговорим? Ну, я даже не знаю, судя по нашему фону. Думаете, это намек? Нет. Это просто мы решили перенести все наше оружие вниз, чтобы здесь его красиво хранить и показывать всем. На самом деле, да, сегодня мы поговорим немножко об оружии, как получать в Ирландии лицензию на оружие, о том в целом, какой здесь процесс владения оружием. Про охоту сравним также, как я это делала в России, в чем разница. И самое главное, у нас будет Инструкция. Инструкция, да. Инструкция, как перевозить, как покупать оружие подешевле и перевозить его в Ирландию. Да, в целом, если покупать за территорию Ирландии, можно купить до 2 раз дешевле, и выбора намного больше. Еще и отдохнуть. Да. На разницу. И Гульнуть. вкусно покушать. Да. Подписывайтесь на наш канал, на этот канал с подкастами. У нас также есть лайв-канал. Там будет как раз наш влог из страны, откуда мы везли оружие, и будет со всем маршрутом, как мы это самолетом перевозили. На наши инстаграм-каналы, на наш... Телеграм, где будут всякие подробности. И на все наши социальные сети. Бусти, Patreon, LinkedIn. Да, там мы просто выкладываем ролики, чтобы это было удобнее смотреть. А еще мы были на аскезе 2 недели. Мы не пили, мы не ели. Мы худели. Похудели, да, я похудела. Видите, у меня так лицо стало менее опухшее. Непонятно, это подхудение для того, что мы не пили. Не пили, я думаю. Так что сегодня мы выпьем. Да, пьем мы сегодня ликер из Литвы, медовый. Вкусный. Да, какой-то их национальный. Давай. Какой-то национальный. Дзиньк. Пьем мы, конечно, из рюмок, которые не предназначены для этого ликера. Ну, это не очень красивые. Да, это рюмки для... Господи, как это? Чачи? Чача? Чаще? Ну, короче, какой-то, да, по-моему, чача. Какой страны это блюдо? Это не блюдо, это напиток. Ну, я знаю, это что-то типа... крепкое. Ну, Балканы что-то вот Балканы, оттуда, да? да, по-моему. Да. Ну, ладно. Так, у меня есть список. Почему мы решили поговорить про оружие? Потому что это актуально. Во-первых, потому что это, да, в какой-то мере актуально. Во-вторых, потому что мы прошли этот путь полностью с нуля. Ну, и поскольку Ирландия страна маленькая, здесь люди не очень любят в интернете выкладывать все эти процессы. Это в целом информацию можно найти на официальном сайте Гарды. Там будет описан официальный процесс без нюансов. Дальше, если шерстить местные форумы, причем не Reddit, есть board.ai. Это такой форум местный, но там тоже посты 5-6-летней давности. Не так много всего изменилось, но в целом там можно найти информацию. Мы расскажем, какой процесс, как это получать, какие есть нюансы, подводные камни. Не зная процесс, это занимает много времени, зная процесс, это занимает меньше времени. Почему нам нравится оружие? Почему мы решили выбрать такое хобби? Это началось с Лены. Она очень хотела себе дробовик. Еще в России. Бомж с дробовиком. Да, когда она посмотрела фильм «Бомж с дробовиком», ей очень понравилось. Да и это «Терминатор» тоже с дробовиком круто. И вообще дробовик выглядит немножко опасно. Не, ну как, у меня папа был охотник, есть охотник. Он меня на охоту не брал, но он мне в детстве говорил, вот вырастешь, купишь свое ружье и пойдешь. Я выросла, купила и пошла. Это вообще просто, это как обычное хобби. Кто-то любит рисовать, кто-то любит стрелять по тарелочкам, кто-то любит стрелять по мишени из воздушки или из рогатки, из лука, арбалета, чего угодно. Ну, в целом, поскольку мы дети, ну, не то что дети 90-х, но которые родились в 90-е и выросли в 2000-е, и, по крайней мере, выросли на американских фильмах про оружие. Не то что мускулинность, но в целом просто может какое-то... Может быть, еще потому что в России это какая-то считается такая, вот как секс, вот какая-то немножко запретная тема, очень опасная. Все этого боятся. Хотя на самом деле автомобиль, который весит там несколько тонн, он намного опаснее продуктивнее по убиванию людей в той же самой России, где по Ирландии тоже. На самом деле, как показывает практика, люди, владеющие оружием, они наиболее цивилизованные, наиболее собранные, законопослушные. Да, потому что они могут в какой-то момент, если что-то случится, просто лишиться всего этого. Это все потерять, да. Люди, у которых просто автомобиль, они могут и пьяно выехать на автомобиле, потому что лишат прав. Ну ладно. А люди с оружием
оружием, если они нарушат какой-то из законов. Это все, это закрывает тебе доступ к твоему хобби, и тебе вот все твое то, что ты накопил за долгие годы, приходится распродавать. А при изъятии тебе вот не вернутся все рыночную стоимость, которую... При изъятии тебе вообще вряд ли что-нибудь заплатят. Возможно, попросят тебя еще заплатить за утилизацию. Еще у меня такая была мечта, не знаю, картинка, визуализация. Хотелось бы в своем доме иметь именно комнату с оружием. Вот как в американских фильмах показывают, или как в Киберпанке, например. Такая заходишь, и на стенах так и висит. Но здесь нужно для этого именно, чтобы стены были несущие со всех сторон. Не из гипсокартона, а металл, либо бетон. А если мы, например, гипсокартон снаружи, а мы просто клетку внутри построим? Да. Как-то нужно чем хороша Ирландия? Тем, что здесь подходят ко всему именно, не то что индивидуально, а с точки зрения адекватности. То есть даже когда у нас приходили, проверяли сейф, гард-офицер, который приходил, он... Дал рекомендацию больше. Давал больше рекомендаций, и он дает уже больше... Да, им можно доверять, у них есть сейф, или им нельзя доверять. Адекватный. То есть это не просто заполнить документик и, грубо говоря, все эти галочки проставить, и что-то соответствует, что-то не соответствует, устранить или переделать. У нас в России тоже так же. Тоже приходит участковый и проверяет, где находится сейф. Просто он менее разговорчивый, чем здесь проверяющий, который с тобой о жизни поговорит и там еще что-то пораспрашивает. Там, да, пришли, отметили тоже. Такой же есть список в интернете из распоряжения комиссара полиции, чему должно соответствовать. То есть ты ему показываешь сейф, показываешь, как у тебя... Привет, кот. Как у тебя все находится, рассказываешь ему, почему ты считаешь, что это безопасно, и он соглашается, не соглашается. Нам единственное, что вынесли, не то что замечание, спросили, ставили ли сейф на охрану. Поставили. Да, у нас получается, что есть охрана на доме, есть охрана на проход по помещению, господи, объемные датчики, но не было именно датчика на сейф. Вот мы поставили датчик еще дополнительно на сейф. Да, про это мы подробнее уже расскажем попозже, потому что очень такая интересная. Если вы хотите, чтобы гарда полиция к вам приехала очень быстро, за 2 минуты. Есть лайфхак. Прям моментально будет. Это не связано с оружием, это в целом связано с тем, что нужно... Другой тип сигналки или что? Да, получается, что есть сигналка, которая на... Не, давай попозже. Ладно, смотрите, и вы узнаете. Каких мы блогеров... То есть мы его попробовали в литовском ресторанчике. Да. Очень вкусный ресторанчик. Да. Тоже оставим ссылочку. Они недавно открылись. Прям очень вкусные. Именно литовские. Да, мы такие, мы зашли в этот ресторан. Они говорят, а мы вчера открылись. Не могли бы оставить отзыв? Мы такие, прикольные. Так внутри, замечательно, все оставим. А там я попробовала ликер медовый. Потом спросила, как называется. Она принесла, показала. Даже сказала, где это продается. Прекрасные люди. И все по-русски нам рассказали. Это понятно. Не отменяют, оказывается, нигде никого. Это Вильнюс. В Вильнюсе все-таки больше русскоязычных, чем в Каунасе. Да. В Каунасе столько кому за 40. Каунас считается столицей Литвы. Люди, живущие в Каунасе, считают, что Каунас столица. Каунас — это Питер, Вильнюс — это Москва. Что мы там... Блогеров мы еще периодически смотрим. Конечно, в Америке веселее блогеры. Наш самый любимый блогер по оружию это из американцев, это Demolition Range. Он только что завершил свою карьеру блогерства, потому что... И пока ниша свободна. Да, мы решили занять ее. Среди русских блогеров это мы смотрим... 815 Team, калининградские парни. Да, забавные тоже. И с дробовиком этот, который... Да, шотган-оператор, парень с Украины, он рассказывал. Руслана, по-моему, да. И он переехал в Россию. Нам будет, кстати, когда приедем, надо будет к нему записаться на какой-нибудь курс. Да. Там ты такой бегаешь, с дробовика как раз. Да. Там шотган-оператор, оператор дробовика. Все, больше мы, по-моему, никого не смотрим. И так периодически, если только по какой-то узкоспециализированной теме, там, про когда мы учились по тарелочкам стрелять, когда Дима готовился к экзамену. Ой, да, по тарелочкам очень хороший канал. Не помню, как называется. Все, оставим, все будет в Телеграме. Он очень клево рассказывал, что стрельба по тарелочкам — это не прицельная стрельба, это как игра, бейсбол, баскетбол, то, что это больше мышечная память. Тебе не нужно думать, тебе из дробовика не нужно целиться. Блин, я все время, я вспоминаю, как мы с папой походили в, господи, shooting range. Нет, не тир, это на стрельбище. Потому что у меня в России тоже есть оружие, там и дробовик, в смысле... Дробовик, они все дробовики. Все, что дробью стреляет, это дробовик. Не то, что дробовик, который именно вот так... Помповый. Да, двустволка, это тоже дробовик. И туда... Мне веселее, конечно, именно с помпового стрелять, потому что это весело. Но не по тарелочкам. Из двустволки ТОС у нас, да? Да.
34-й. Вот папа тоже из него стрелял, из нашего. И он, получается, первый раз брал в руки как бы чужое ружье. Он не свое взял, потому что после каждого стрельбища нужно его чистить, разбирать, чистить. Зачем свое брать, когда можно? Дети едут, дети почистят потом за тобой. И он просто чуть ли не от бедра стрелял, по тарелке попадал. Ну, он не то чтобы от бедра стрелял, там он выстрелил на инстинкте по летящей вот так вот тарелочке. Когда не услышал, что этот запустил тарелочку. Он увидел тарелочку, но и как бы не успел к плечу приложить, а просто вот так выстрелил. И мы все такие, все просто... И тот, кто тарелочками управляет, тот, кто инструктор с нами был, и мы все такие... Ну, все-таки папа, да, любит охотиться на именно уток, поэтому у него это мышечная память есть. И я такая, блин, клево, тоже хочу. Дима любит больше по мишеням из винтовки. Мне это скучно, мне хочется какой-то движухи-веселухи. Ну и чтобы в Ирландии получить оружие, есть разные типы оружия, которые можно получать. Я для себя их разделяю на 3 типа. Это калибр 22 long rifle, это все, что используется для, скажем... Такое. Вот такие маленькие пульки, да, это используется для больше развлечения. Все пистолеты могут быть только такого калибра. Если вы хотите заниматься спортивной стрельбой, будет только 22 ЛР. У некоторых в Ирландии все еще есть 9 мм. Да, они купили еще до запрещения. Сейчас они restricted. И дальше есть такие же винтовки 22 ЛР, которые можно использовать именно для спортивной стрельбы, по мишенькам. Дальше есть дробовики. То есть все, что стреляет дробью, в Ирландии максимально разрешенное, это любое оружие там определенной длины, я не помню уже какой, и не больше 3 патронов в самом ружье должно быть. То есть самое распространенное это вертикалки, горизонталки, или может быть помповый дробовик, либо автоматический дробовик, но в самом... Это не магазин, я не знаю, как это называется. Ну, заглушка какая-то должна быть. Патронохранилище, да. В самой трубе должна стоять заглушка, которая будет уменьшать объем магазина до 1 патрона, чтобы максимум было 3. В пистолетах тоже в магазине мне. Да, пистолет тоже ограничение, максимум 5 патронов может быть в обоими. Винтовке максимум 10 патронов 22 ЛР. Это не официальные градации, потому что официальные градации это А, Б, С, они абсолютно другие. Я сейчас просто рассказываю именно, как это получать. И 3-я градация, это уже охотничье ружье. Все, что выше калибра 22 ЛР, это 223, это 308, Крикмор 6,5 и, в общем, максимальный 308, минимальный для охоты разрешенный это 223 калибр. Для получения каждого из этих типов нужно разные немножко документы, чтобы получать, но самый основной документ, который нужно заполнять, это FCA-1, это форма гарды, в которой ты описываешь, что ты хочешь получать, там она на 9 листов, в конце есть чек-лист. Если вы хотите получать пистолет, самое основное, что вам нужно сделать, это вам нужно пройти курс. Это в целом для любого оружия надо, это называется курс компетенции. Ну, там курс был онлайн у нас, больше такой, в общем, рассказывали про оружие, техника безопасности, вкратце рассказывали про охоту, что птицы здесь защищены, что здесь нельзя просто так взять и по воронам пострелять. И даже не было никакого экзамена толком. Ну, там, получается, не экзамен. Там, когда рассказывали курс, они случайно выбирали людей, спрашивали вопросы, да. Что они только что рассказали. Потому что я их половину не понимала, они были с таким очень сильным акцентом. Но они все вот в этой сфере связаны, они все прям из местных. Ну, можно все равно потом все это прочитать, все, что материалы они давали. Так что ничего там сложного нет. Там рассказывают про то, какие есть охотничьи сезоны. Показывали фотографии смешные, всяких травм. Показывали фотографии травм, что в целом на самом деле очень освежает. Вот это прикольно было. Это да, прям визуально показывается, что вам не нужно делать и почему вам не нужно делать. Да, что может произойти, если вы неаккуратно обращаетесь с оружием. Это отрезвляет то, что оружие это совсем не игрушка. Мы должны были этот курс пройти до. Да, это до заполнения формы и до отправки. До подачи своего заявления на выдачу лицензии. Дальше, когда после прохождения этого курса вы получаете сертификат, это сертификат, копию, это важно, копию прикладывать, потому что на свое первое оружие мы послали не копию, а оригинал, и в итоге гарда она ничего не возвращает обратно. Нам пришлось запрашивать потом копию оригинала, еще раз что-то нам выпустили. Потому что с каждым надо, скорее всего, прикладывать, чтобы сразу весь комплект документов с каждой единицы оружия. Но какая разница между Ирландией и России, что здесь ты сначала покупаешь себе оружие, которое ты выбираешь, и все уже данные после покупки тебе его, конечно, не отдают, просто в магазине оставляешь деньги, тебе дают чек и документы на это оружие, и ты вот эти документы из магазина прикладываешь уже к анкете, которую отдаешь гарде. Тоже еще одно из условий: при подаче аппликации ты должен подать у кого ты покупаешь, твоего арм-дилера. А можно купить частного лица?
Можно, но тогда там по-другому заполняется, я не знаю как. Мы покупали в магазине. Да, мы все наше оружие покупали в магазине. Дальше. Здесь, подожди, про медицинскую страховку в России, например, нужно делать? Расскажу потом как. Здесь не нужно никакой проходить ни медкомиссию, ни нарколога, ни психолога, ни анализа не сдавать, но нужно указать будет в этой анкете номер телефона и данные своего GP, своего терапевта или клиники, к которой ты привязан. Ну, твоего семейного врача, грубо говоря. Да, они свяжутся уже с семейным врачом, если у тебя какие-то там нестабильности, скорее семейный врач об этом скажет, и, скорее всего, ты не получишь. И также тебе нужно обоснование, зачем тебе нужно оружие. То есть, если, допустим, это пистолет, либо маленький мелкокалиберная винтовка, ты должен состоять в клубе. Если это для охоты, ты должен предоставить охотничью лицензию, о ней поговорим попозже. И точно так же для дробовика, если ты выберешь для охоты. Там не нужна лицензия, там нужно просто разрешение на охоту, либо обосновать, как ты будешь охотиться с этим дробовиком. Если для стрельбы по тарелочкам, тогда, соответственно, тоже должен быть в каком-то клубе. Первое наше оружие мы подавались как клубные. Да, мы уже были мемберами клуба, мы получили наши клубные карточки, и мы указывали это. Да. То есть для пистолета и для винтовки 22 ЛР, если использовать его для стрельбы именно в клубе, этого достаточно. То есть вам нужна будет карточка клуба с вашим клубным номером, сертификат о прохождении курса владения оружием. Вам нужно будет указать GP. Также для первого оружия, для всех последующих, вам нужно референсы. Нужно указать двоих людей в Ирландии, которые могут за тебя поручиться. Это очень забавно. Ну, мы указали наших друзей. Им, по-моему, не звонили в итоге. Ну, они нам не сказали, да. Мы спросили у них, можно ли указать, а они сказали, да, указывайте. Там номер телефона, дата рождения и имя, фамилия. И точно такой же примерно процесс, если стрельба по тарелочкам Clay Pigeon. По сейфу они не спрашивали. Здесь оружие, если у тебя одна единица оружия, ты можешь хранить ее вне сейфа. Ты можешь ее хоть на стенке повесить, главное, чтобы оно было либо разобрано, отдельно от патронов. От одной, по-моему, до 3 единиц оружия, тогда его нужно хранить в сейфе, либо в каком-то недоступном месте. Если больше 3, то там уже нужно, чтобы был сейф, нужно, чтобы была охрана, которая именно по звонку. Там требования именно к дому уже. Да, там уже идет именно требование к помещению, чтобы замки были определенного стандарта британского, BS какой-то. И это если уже больше 3 единиц оружия хранится в доме. Вот, мы все собрали. Какая наша была самая первая ошибка? Наша самая первая ошибка была, что мы принесли все это в гарду. Саму гарду, не делайте так. Если ты что-то здесь в Ирландии подаешь, ты приходишь в гарда-участок, там сидит гарда-офицер дежурный. За стойкой, Ты ему даешь все эти документы, он их у тебя забирает, причем даже без росписи. Они в теории должны расписываться и ставить печать, но там написано, что это должен сделать firearm officer. А поскольку они, кто сидят не firearm officer, они не могут это сделать. А офицера, как всегда, нет, он по своим делам где-то занимается. В первый раз мне удалось получить от них, чтобы они мне просто печать поставили. Или расписался, или печать, не печать помню. Поставил. Печать? Да, печать поставил, я это сфотографировал. Потом уже нет, потом уже мы по-другому подавались. И это самое наша была первая. Ну, то, что ошибка, но просто по незнанию. В общем... Незнание, как здесь работает. Наша самая первая аппликация, во-первых, они сказали, что не Таловская станция за нас отвечает. За нас отвечает станция Клондалкин. Они отослали эти документы туда. Проходит там, не знаю, месяц. Я с ним решил связаться. Телефоны есть, но я звонить не люблю. Я люблю заполнять онлайн-формы. Чтобы были доказательства. Они такие, мы переслали это в Клондалкин. Я пошел, я посмотрел адрес Клондалкина. И, я же привык работать в работе, что ты всех ставишь копию. И в итоге копия станции Таллов, копия карты станции Клондалкина. Короче, вот они переслали. Клондалкин отвечает, мы за них вас не отвечаем, за вас отвечает Талла. Я такой, они отправили вам. Они такие, мы им обратно отправим. Я такой, окей, хорошо. Причем мне еще до этого, когда я написал письмо, мне еще сам позвонил гарда Firearm Officer и сказал, мы за вас не отвечаем, отвечает другая станция. Я такой, да, хорошо, без проблем. Начал это через месяц искать. Вся пошла переписка, все были в копии. Мы все увидели, какой, видимо, цирк творится. В общем, она вернулась в Таллу, мне перезвонил офицер, спросил там пару уточняющих вопросов, которые в форме. Я там в итоге неправильно в форме написал, что мы собираемся... Мы как раз написали, что мы охотиться собираемся. Мы собираемся и по тарелочкам, и охотиться. Если вы собираетесь охотиться, мне нужно разрешение лендоунера, на котором будете охотиться. Охотугодие, где на каком месте будете охотиться. У нас пока нет, но мы просто хотим сначала потренироваться, натренироваться, а потом тогда это не нужно указывать, он, видимо, это потом вычеркнул. Причем мы отправляли 2 аппликации, и твое заявление, и мое.
Мне даже не позвонили. Ну, посмотрел, что адрес один и тот же. Видимо, это... Семья. Да, и он, по-моему, спросил, это ваша супруга или кто там? Ты сказал, да. Так как здесь семейные ценности в Ирландии, так что муж отвечает за супругу. Да, в итоге вот это все оружие, которое у нас есть, оно оформлено часть на меня, часть на Лену. Я не общалась Лена вообще ни разу не общалась. Это все мимо нее, все это приключение проходит. Я только выбираю, какое оружие я буду стрелять. Ничего, я зато в России все на моих плечах было. Да, потому что ты гражданка России, я гражданин Литвы, и мне нельзя. Здесь тебе можно, а в России кстати, мне нельзя. Да. Я же не гражданка, у меня просто вид на жительство здесь. По Все факту, спокойно да. можно, да. Никто Главное, не обижает россиян. Главное, чтобы ты был резидентом. В Ирландии все считается по резидентству, не по гражданству. Голосовать могу только единственное на местных выборах. Да, вот. После того, как ваша аппликация рассмотрится, в целом она рассматривается самое быстрое у нас рассматривалось месяц. Да. Что я слышал, до 6-7 месяцев, хотя официально 3 максимум. После этого вам приходит письмо на ваш почтовый ящик, в котором говорится, что ваша аппликация одобрена, либо не одобрена, и потому что. Дальше приходит письмо, с этим письмом в OnePost, почту платите 80 евро, через примерно неделю приходит уже карточка, сертификат. Идите платить или наличкой, или картой, не кредиткой. Нет, не то, что не кредиткой. Ты должен именно ввести пин-код. Да. Причем раньше можно было тапнуть, а сейчас, когда они делают, они уже нет. Потом сразу говорит, что вставляйте карточку, поэтому нельзя телефоном. Потому что я пришла, я тапнула, они такие, блин, так нельзя. У вас нет ли налички, чтобы мы сделали вот возврат, то, что вы тапнули, но нам нужно именно, чтобы было или пин-кодом, или это. Я сейчас принесу наличку. Мне пришлось вернуться домой, если взять наличку и принести им наличку, они мне отдали. И после этого получаете такую маленькую бумажечку, где-то формата кредитной карты, и с ней едете через уже неделю где-то к своему дилеру и забираете у него. По-моему, можно даже нее не ждать. Вы оплатили, уже можно с этой квитанции, что вам разрешено и что вы оплатили, уже ехать и забирать. Да, они тут более-менее к этому спокойно относятся. Да. Если вам разрешено и видно, что есть чек, приложенный из анпоста, то, что вы оплатили, значит, все, у вас уже есть эта лицензия. Вот туда после этого едете к своему арм-дилеру, забираете у него свою винтовку, ружье, пистолет, закупаетесь патронами, вы указываете, сколько вам надо. Максимум 1000. Всегда указывайте, всегда указывайте 1000, не парьтесь, потому что расстреляется. А если не расстреляется, то они не портятся, их можно мариновать. Забавно было, когда заказывала амуницию с онлайн-магазина. Да. Тебе просто так у входа, мы не были дома, или, по-моему, даже не постучали. Некоторые здесь такие доставщики странные. Просто оставили коробку патронами. Они не должны так делать, потому что у них прямо на коробке написано да, в руки. Именно в руки отдать. Что поделать? Ну да, в целом тут можно онлайн покупать патроны, то есть заходите в магазин, покупаете, они спрашивают вас лицензию, вы им отправляете свою лицензию, они вам отправляют обратно патроны. Как у нас было с этим скоуп и с глушителем? Здесь глушитель, кстати, можно. Да, здесь можно глушители, вот. С прицелами здесь никаких проблем нету. Здесь нельзя использовать термальные прицелы, то есть можно использовать обычные прицелы без проблем, закупаются, на них ничего не нужно. Если вам на ружье нужен глушитель, а если вы охотитесь, это желательно приобрести его, потому что вы не хотите параллельно полокруги перепугать, когда вы пристреливаете оленя, то нужно это заранее указывать. Либо потом, допустим, я купил глушитель позже, я связывался с офицером, поскольку у нас более-менее хорошие отношения, он там мне просто перевыпустил лицензию, вообще в целом он мог запросить еще раз пройти через весь процесс и заплатить 80 евро за новую лицензию. Потому что глушитель — это часть оружия. В Ирландии здесь очень забавно все. Любая часть оружия считается оружием. То есть, допустим, у меня вот есть винтовка CZ, которую я купил 600. Она у меня с деревянным... Не приклад, это скорее ложе. Я думал поменять на пластик, пообщался у тех, у кого мы покупали. Он говорит, вам нужна будет лицензия, потому что это считается, даже несмотря на то, что это просто кусок дерева либо кусок пластика. Там уже нет номера никакого на ней. Нет. Но все равно это считается оружием, и вам нужно просить, чтобы вам выдали разрешение. Ты можешь взять, привинтить к ней дополнительную трубу, и вот тебе теоретически там на 3D-принтере что-нибудь напечатать. А кусок бревна, и, видимо, не могу, да? Видимо, нет. Это надо все-таки уметь. Сделать самопал, это уметь не надо. Каждый здесь... видимо, все-таки есть какая-то причина. Может, у них как-то с этой Ирой какие-то остатки просто так было прописано в законодательстве. Вот и все. Они скопировали с UK-ного, наверное, все. А здесь у них все UK-ное. Вот это по пистолетам и дробовикам. С винтовками именно для охоты это уже посложнее. Там нужно чуть-чуть подзапариться. На самом деле все зависит от того, какие у вас отношения с гард-офицером и как вы это обоснуете. Но по правильному вам, во-первых, нужно иметь место, где стрелять. Во-вторых, вам нужно показать, если вы хотите охотиться, что вы можете охотиться. А для того, чтобы охотиться, вам нужна лицензия.
на охоту, а чтобы получить лицензию, вам нужно пройти курс на охоту на оленей, ну и в целом на дичь. Небольшое открытие для меня, что вся дичь называется гейм. Игра. Это немножко смущало меня поначалу. Допустим, если покупаешь патроны для дробовика. Для игры или для... Есть патроны гейм и есть патроны клей. Оба из них... Play — это тарелочки. Вроде и то игра, и эта игра. На самом деле нет, это гейм, это именно дичь здесь имеется. Small game, big game, то есть малая дичь, большая дичь. Для прохождения курса это тут есть несколько... Есть Deer Alliance, что мы проходили с Леной, это Я еще H-Cup. не проходила. Да, Но я готовлюсь как раз. Здесь книжка, Вот книжка. правая. Да. Это как раз для охоты. Экзамен, он проходится, состоит из двух частей. Первая часть — теория. Это когда вы покупаете книжку, учитесь по книжке. Потом приезжаете, у вас будет лекция где-то 4-5 часов. И после лекции экзамен 50 вопросов. В целом это не так Не тяжело. open book. Не open book, да. Это именно нужно слушать и делать заметки и запоминать. Не тяжело. Проходится с первого раза, нужно заполнить 80% правильно, то есть 40 из 50. После этого онлайн выкладывается, прошли вы, не прошли. Если вы прошли, то через неделю где-то будет происходить вторая часть, это уже практика. Практика происходит это на стрельбище. На стрельбище нужно приезжать с винтовкой, из которой можно убивать оленей. То есть, если, допустим, у нас было 22 ЛР, мы с ней не могли проходить, потому что запрещено негуманно убивать оленей. Ну, это будет сложно, да, С с таких такими малень- пульками. Да, с такой маленькой пулькой. Поэтому я арендовал, стоило 120 евро прям там. Можно, если есть, допустим, друг, или в нашем случае я поеду с Леной, с лицензией, то есть взять ружье и именно друга и из него стрелять. С прицелом. Да, с прицелом стрельба на 100 метров. Состоит она из двух частей. Первая часть — это нужно выстрелить в позиции лежа 100 метров. 4 выстрела, что ли, или 7, я не помню. По-моему, 4. 4 выстрела в мишень 6 дюймов и попасть. Это считается пристрелочное, грубо говоря. То есть вы стреляете, смотрите, как у вас настроен прицел. Если что, можно поправить, то есть обнулить. Смотрите, что все нормально. Если все в это прошли, наступает второй этап. Второй этап — это стрельба уже по силуэту оленя. Вам будут рассказывать, куда стрелять. Да, происходит второй этап. 3 позиции. Первая позиция лежа 100 метров, 3 выстрела. Вторая позиция сидя, по-моему, 60 метров, 3 выстрела. И третья позиция стоя, 40 метров, тоже 3 выстрела. При этом стоя можно использовать... Стоя с палочкой или просто стоя? Можно любые средства, которые... hunting aid. Любую вещь, которую На плечо другу. Можно? Нет, вряд ли. То есть, да, я стрелял с палками. Я купил на Shooting Sticks. Это такая раскорячка. Ставишь на винтовку, стреляешь. Не тяжело. Один раз можно либо первый, либо второй этап завалить. То есть, если ты в первом этапе не попал в 6-дюймовую мишень, то ты можешь выстрелить еще раз. Либо, если ты первый этап прошел успешно, то второй раз, стреляя в оленя, можно... То тоже у тебя 2 попытки. Попал в мишень. Это ты просто должен в саму мишень попасть или все-таки в центр Не, попасть? в саму мишень. 6 дюймов, вот она. В смысле вообще? А что ты меня тогда по десяточкам заставлял стрелять? Чтобы я лучше выстрелила? Да. Чтобы я всем показала, какая Да. я. Хорошо, ладно. Думаю, что ты мне сначала говоришь по мишени, а потом заставляешь стрелять по десяточкам. Я такая, странно. Я сомневаюсь, что там прям вот такие же строгие отборы, потому что когда сравниваешь, как в том же тире, как другие стреляют, я такая, да, я почти снайпер. Да, причем там мишень будет состоять из 2 частей. Она будет черный круг 4 дюйма и потом белый круг 6 дюймов. Не обязательно попасть в черный круг. Это не самый центр. Все, я уж что-то начала немножко волноваться, думаю, ну фига себе, по десяточкам, думаю, ну ладно, окей, съездим, постреляем. Олень, на самом деле, он... Там будет видно, куда стрелять, потому что они... Потому что не рисуют. Сам олень, он... Это один силуэт, а место, куда все стреляют, там вырезано и распечатано. Ну, то есть, Все пойдет. ну, чтобы Не менять его каждый раз всего постоянно. Да. оленя. И по размеру зоны поражения там 6 дюймов. То есть там... Если вы попали в одну мишень, попадете в другую. Получается, ему стреляются в легкие либо в сердце. Не в голову. Не в голову, нет. Здесь по всем... Негуманно. Не то, что негуманно, потому что... Не, просто я видела там ролики на, может, Demolition, что кто-то в Америке, там, видимо, из лука можно ходить, я не знаю. Да, можно. Тоже здесь нельзя, там можно. Там можно. И там олень был именно как раз со стрелой в голове. Живой, нет, все нормально, живой, ходил, кормился, ну, как бы, вот это, наверное, не то, что негуманно, неэтично, наверное, больше. Здесь считается, гуманно что... это к человекам относится. На самом деле, здесь этот термин используется и к животным. Это неправильно. Здесь в книжке я как раз и не видела слова «гуманный», я видела слово «этичный». В презентациях, которые показывают гуманно. Да. Причем убийство оленя здесь называется диспатч. Ну, Ethical dispatch. Да. Ты его отправляешь.
Вот, да, в голову здесь не стреляют, рекомендуют не стрелять, то есть это можно, но и рекомендуют, потому что очень большой шанс промазать, и очень часто видно оленей, которым именно стреляли в голову, мазали, отстреливали челюсть. Они умирали потом от голода. Да, бедные. и они, потому что они не могут питаться, они умирают от голода. Давайте сразу сделаем дисклеймер, потому что некоторые думают, что оленята, они такие милые, и сейчас ставили фотку Сики, да, оленя тупого такого. Все думают, что да, что you're killing Bambis. Нет, это здесь они, так как это привезенный вид, у них нет никаких естественных хищников, они здесь сжирают посевы, они плодятся, они являются здесь Вредители. Вредители, да. Да. Если не контролируют популяцию оленей, они просто съедят все и умрут от голода. То есть у них нет никаких ни стопоров, ничего, поскольку что в Европе, что тем более в Ирландии у них нет естественных хищников. Ничто не контролирует, кроме людей, ничто не контролирует их популяцию. Да. Поэтому здесь есть. К сожалению, больше всего оленей есть в Феникс-парке, но там, скорее всего, есть свои охотники. Я, кстати, помнишь, рассказывал кто-то, во время войны они развелись еще очень много и стали немножко умней. Они начали, олени в Феникс-парке, начали понимать, что одинокий человек, идущий... С какой-то палкой. Представляет опасность, потому что охотник идет с ружьем, стреляет в оленя и это. Но поскольку это было время войны, там рядом был то ли nursing home, то ли что-то. И очень много ходило женщин с колясками. С детьми. Да, и олени не считали их опасностью, потому что, толкают себе коляску перед собой. И поэтому люди, которые охотились, местные, которые, да, gamekeeper, по-моему, это называется, ему нужно было как-то контролировать, и он просто с другом договорился, что он садится в коляску, друг его толкает, а он именно из коляски стреляет по олене, чтобы хоть как-то контролировать популяцию, потому что, да, они неконтролируемо размножаются, они выжирают все посевы. Не только посевы, просто парк, например, тоже. Да. Там же высажены разные виды растений, какие-то есть более редкие, какие-то вымирающие виды. Заботятся. Да, здесь именно эта проблема, и здесь называется deer management. Нужно это именно держать на уровне. И да, здесь, опять же, всех охотников их учат, как это делать этично, поэтому учат стрелять именно в грудь, чтобы наибольший шанс поражения, и то, что это почти моментальная смерть для оленя. А вот разные есть виды патронов, какие-то разрывные, неразрывные. Да, есть, на самом деле, их вот тут у меня парочка есть. Основное отличие у них есть FMG, Full Metal Jacket, это цельнометаллический патрон. Это патрон цельнометаллический, то есть он без свинца, без ничего. Такие патроны используются для стрельбы на дистанцию, для стрельбы по тарелочкам, потому что они меньше... Тарелочкам? Ой, по тарелочкам, по Это сложно, по тарелочкам. По мишенькам, да. Для охоты так не используется, потому что он... Насквозь, наверное, пройдет. Насквозь проходит. Он именно все. Он цельный, он не повреждает ствол, он более точный, но для охоты его использовать нельзя. И есть вот на этом больше всего видно. Есть именно soft point. Это мягкие пули, они хуже летят, они больше повреждают ствол, потому что, они в стволе немножко болтаются. Но поскольку они свинцовые, при попадании в мягкие ткани они раскрываются. Непробивная у них сила, у них именно кинетическая энергия. Как раз для охоты надо использовать. И точно такие же, допустим, hollow point. Это не цельные металлические, это полые патроны, они тоже раскрываются. И разных комбинаций. То есть вот этот самый дорогой, который у меня есть, красивый, да. Это Ремингтон. Это наполовину цельнометаллический, наполовину мягкий. То есть у него и баллистика хорошая, и раскрываемость есть. То есть он не пробивает, именно он раскрывается. Если вам больше интересно про оружие, про разные виды, про пистолеты, как выбираются, револьверы. Да. Ой, я очень хочу такой револьвер 22, просто для стрельбища, потому что кто-то там приходил с ним. Во-первых, он более точный, потому что ствол такой, длиннющий. Да. И это просто клево смотрится. Каждая единица по 1000 евро давать. Дима хочет маленький совсем такой. Я хочу револьвер с вот таким дулом. Я себе тоже хочу купить пистолет, чтобы стрелять по мишенькам. Я хочу этот Walther PPK. Да, у меня, по-моему, PPQ. Да, прикольно, что когда приходишь на стрельбище, все эти другие стрелки... В России, например, нельзя передавать даже на стрельбище друг другу стрелять из своего оружия, потому что это уголовка. А здесь, если не рестриктит, не получается не из 9-миллиметрового, например, а просто 22-22 передаешь, ты можешь спокойно там пострелять из всех, кто есть. И это так прикольно. Да, там все друг с другом делятся, все рассказывают. Да, что там хвастаются.
Да. Ну, такое. Девочек там много у вас, кстати, было на курсах для охоты? Ты говорил, одна девочка, мальчик. Это было на мясе. На мясе, На да. мясе был. Это другой курс, который я проходил как раз недавно. А там месяц не было, назад. да, девочек? Я там буду было. первая. Скорее всего, там были кто-то, просто да, Ну, в ты... смысле, я такая приду, такая тоже в ушках, в красненьком платьишке какой-нибудь. Главное, тепло одевайтесь, потому что там Да, в этих... здесь везде холодно. Холодно. И что здесь в Ирландии? У них в России вот после советского времени есть клубы во всех там населенных пунктах. Например, здесь все собираются, там, где спортсобрания происходят. А здесь у них есть отели. И были какие-то местные восстания в некоторых городках, где, когда отели закрывались, например, беженцам отдавались на проживание, местные жители возмущались, потому что у них это единственное место, где они могут провести какое-то или собрание, досуг. или праздник, там, свадьба, например, или день рождения. Это просто единственное, ну, как дом... ДК. ДК, да. Дом культуры. И все у них вот эти происходят. Даже когда я ездила на тимбилдинг, мы тоже ездили за город. И там у нас было как раз в конференц-зале, просто в отеле. Да. И там очень все холодно. Там нет отопления, поэтому Оно одевайтесь даже все там теплее. бывает, но дует по ногам. Да. И летом, и зимой, причем иногда на улице намного теплее, чем в помещении. В помещении всегда очень холодно. Вот, после того, как вы пройдете этот HCAP экзамен, сразу все выдают. Нет, ты отстрелялся, и тебе уже все, тебе Да. дают сразу. Да, Потому тебе- что теорию они проверяют, и на следующий день где-то говорят результаты, а так как практика, сразу видно. Да, сразу. сразу, если ты все сдал, тебе выдают карточку, у тебя появляется карточка, то, что ты сертифицирован и прошел обучение, ты берешь эту карточку и отправляешь. Сейчас они сделали онлайн, как раз в прошлом году, по-моему, чтобы получить лицензию, то есть ты заполняешь. Это не Гарден, это Министерство природы, парков и так далее. Там. Лицензию уже в Гарден. Это подожди, мы еще не дошли. Такое, что все сложно. Да, после этого заполняются документы, и онлайн получается PDF-ка. После проверки вам выдается разрешение на охоту. То есть на охоту на оленей. Причем раньше нужно было предоставить место, где вы собираетесь охотиться. Сейчас вы просто подписываете декларацию о том, что вы будете искать место и найдете, где охотиться. Это намного упростило весь процесс. То есть вам нужно просто иметь оружие. Причем в моем случае у меня винтовки не было, потому что я как раз проходил получить... Тут такая немножко ситуация, такой catch-22. И тебе нужно иметь лицензию, но чтобы получить лицензию, тебе нужно иметь разрешение на охоту. Ты подался уже на оружие, но так как здесь происходят эти курсы раз в квартал, по-моему, или раз в полгода даже. Да. Я, когда получал лицензию на оленя, я присылал им копию именно от арм-дилера. Что я купил ружье, что я прошел сертификацию, это достаточно, и они после этого выдали мне просто лицензию. всем объясняешь, что такая ситуация. Просто везде все объясняешь. Они все понимают, что здесь невозможно сделать все поэтому. И после этого, когда у вас уже есть где охотиться, причем охотиться здесь можно либо на частных угодьях, либо в местных forestry. Лесничество? Леснические хозяйства, государственные парки. То есть там все, тоже попозже расскажем, там все на тендерах, но там я указывал, что я буду охотиться в лесничестве, то, что я буду подаваться на тендер, и этого хватило, мне выдали после этого ружье, все у меня. Можно охотиться на частных, но это нужно... Так как у фермеров нет онлайн-заявок, нужно просто ездить по фермерствам, стучаться в двери, спрашивать за ними телефоны, звонить фермерам. Но местные фермеры, они примерно будут говорить так же, как вот в этом ролике. Нет, на самом деле, если не очень далеко от Дублина, они говорят нормально. И они приветствуют охотника. Для них олени приносят такой же ущерб. Вот. Я хочу попробовать в следующем году... или, может, даже в этом году, распечатать свое резюме по охоте и просто отправить по почте с вложенным конвертом на обратный адрес, на наш. То, что у меня все есть, все пройдено. У меня даже я специально прошел курс по мясу, чтобы понимать, если олень болеет, что с ним делать, как его разделывать, как вычислять все эти болезни. И даже можно продавать, если у тебя есть сертификация курса по мясу, ты можешь продавать мясо бучерам или магазинам. Ну, да, ты можешь, как это просто сказать, господи, поставлять оленину food chain. В цепи поставок. Общепит. И один вариант охотиться на чьих-то угодьях, второй вариант — это именно охотиться в forestry. И для этого здесь основное — это Quilshaland. Они раз в год выпускают тендеры на землю, и ты в этих тендерах участвуешь, ставишь деньги как тендер, сколько ты в эту землю хочешь взять, грубо говоря, в аренду для охоты. У тебя есть план, который ты должен каждый год выполнять, сколько оленей убивать на этой земле. Если ты не видел никакого оленя. А мы сейчас как делаем? Мы сейчас
какой вообще вариант? У нас такой же вариант, только поскольку я пропустил, у меня не было, лицензия выдалась мне после уже того, как я... Тендер начал. Когда тендеры, А, тендеры ты, здесь типа, в мае, тендер- я присоединился. Я пошел в Facebook-группы спрашивать, нашел людей, которые охотятся, у которых, которые выиграли тендер, и просто я заплатил 300 евро, и они меня добавили, и я могу на этой земле тоже охотиться. Но поскольку это в 2 часах езды от нас, Не очень удобно. не очень А удобно. охотиться нужно прям вот с рассветом, начиная это в 6 утра ты уже должен быть на месте. Ну, В зависимости от Времени. сезона, потому что Нет. сезон охоты от октября или сентября до апреля. по-моему, с сентября до апреля. Даже сейчас они расширили, он раньше был до марта. или Апреля. Мальчик-девочек, потому что убивать там можно. Да. Причем, когда, да, это тоже вас учат, когда вы проходите, что если вы охотитесь, охотиться нужно сперва на телят, потому что если вы убьете, допустим, матерь, то теленок умрет от голода. Поэтому это... На самом деле, по закону вы обязаны стрелять теленка, потому что вы не можете обречь животное на голодную смерть. Потом нужно стрелять именно, если мать самка, я не знаю, в оленином мире это называется, предпочитает самок вместо самцов, потому что один самец может оплодотворить там до 10 самок и больше, а самка, она именно вот источник проблем. Источник новых оленей. Да, и по самцам стрелять в самую последнюю очередь, если больше нет никаких целей. Ну, как бы понятно, что все... Да, хотят красивые рога, ну да, там же есть такой типа для трофея. Да, это опять же просто подчеркивает того, что это не просто какой-то спорт, а именно контроль, потому что да, вы должны это делать этично, гуманно и... Цель просто уменьшить популяцию. Убивая мальчиков, популяцию ты не уменьшишь. Значит, ты просто... нарушаешь цель. Вот. И дальше, да, можно пройти еще дополнительный курс, как я прошел именно по мясу, чтобы... Ну, я не собираюсь поставлять оленину в... Ну, просто как дополнительная пищепром. информация. Это просто, чтобы мне понимать, да, как именно вычислить, что если олень больной, какие процедуры есть, что проверять у оленя, как разделывать оленя и все в целом. Да, книжка вот вторая слева. Я не буду по мясу проходить, я просто прочитаю книжку для себя, мне просто сертификат не нужен. И самое главное для получения всех этих лицензий — это иметь хорошие отношения, не то что хорошие, нормальные отношения с гардой. И не иметь правонарушений желательно никаких. Да, вы должны... законопослушными. Вы должны быть на хорошем счету вашей гардостанции. Мы на хорошем счету, потому что я еще здесь, ну, не то что активист, но... Активист. Организовал Neighborhood Watch, и поэтому я знаю людей из станции, я знаю, кто-то в станции суперинтендант, я с ним и с ним тоже общались. И да, это то, с чего мы начинали. Если вы хотите подавать на лицензию, смотрите, куда вы переехали, общайтесь с гардой. У гарды очень часто бывает так называемый гарда-клиник, или в целом... Очень странное название, какая-то клиника, что-то. А это не только гарда-клиника, это на самом деле очень много используется. Microsoft это... Да, именно встреча с представителями по вашему району. Ходите, знакомьтесь, общайтесь и через них подавайте, потому что они знают, кто такие firearm officer, и все-таки... Любые жалобы им нужно. Иногда нужно какие-то документы для иммиграции тоже поставить, именно подписи, печать с полиции. Они всегда берут нас на встречу печать, как раз расписываются и ставят. Так что очень удобно. Можно, опять же, можно через каунтер, можно отдавать именно человеку, который сидит в самой станции, но это может занять очень долго. Ну и они берут ваши документы, и когда они дают все-таки firearm officer, и может тоже интересно, кто им передает, они могут рассказать. Я там на таком счету. Они знают то, что я люблю писать электронные письма, они знают то, что я здесь запарился и организовал Neighborhood Watch, я прошел через все эти препятствия в течение года, когда мы 3 офицеров поменяли локальных. Да. Сбор подписей с граждан, с соседей за всех. Господи. 75% населения должно быть согласны, в общем. Да. Причем собственники, а не арендаторы. Ну, кроме оленей, есть же другие животные, всякие лисы, зайцы, птички, волки. На все это можно охотиться, есть определенные условия. То есть какие-то защищенные виды, какие-то, например, красные белки. Это хорошие белки, серые белки, вот плохие белки. Лисы считаются не pest, лисы считаются vermin, это вредители. Вот, их тоже можно отстрелить. Здесь нужно понимать, что где вы можете отстрелить. Вы не можете просто так поехать и убить лису. Да, или здесь, например, прибегает у нас лиса где-нибудь. Да, вы не можете достать ружье и застрелить ее. Вы должны это делать там, где либо вам разрешено землевладельцам, либо, допустим, в том же самом форестре. У каждого тендера в каждой зоне есть лесничий, с которым можно связаться и все это уточнить. И на уток тоже есть определенный период сезонной охоты, как везде, когда они там улетают на юга, и уточек можно тут, разные. Ну, как бы на разную дичь можно охотиться. На лебедей нельзя. Да. Причем на некоторые, к примеру, здесь на оленей, которые мунджак,
это которые совсем недавно маленькие такие оленята появились. А на них сезон охоты все 12 месяцев, потому что они совсем новый вид, они совсем инвазивные, они очень маленькие, они прячутся, но вы не можете поехать и начать их стрелять в лесу. Понятно, да, или в парке в каком-нибудь. И на этих, по-моему, на сорок, ворон, по-моему, тоже это не вне сезона можно охотиться. Там какие-то есть даже конкурсы по количеству крыльев. Я вступил в ассоциацию фермеров для того, чтобы пройти этот курс. Для мясного? Да, для мясного. И мне пришло письмо, то, что наша ассоциация участвует в компетишене, кто принесет больше крыльев, ворон и сорок. Ну да, если я где-то их буду подстреливать, я могу отрезать им, приносить им. Ну, на них уже надо из 22, потому что если ты выстрелишь там из 308-го калибра, то вряд ли крылышки ты соберешь где-то. Да, если охотиться на уток, здесь, на самом деле, я не сильно изучал, но так, что я пока прочитал, можно точно так же охотиться на землевладение. В форестре охотиться нельзя, потому что в форестре только олени. Тут есть какие-то, типа, парочка земель, где есть озеро, но большинство, где можно охотиться, это на озерах. Все озера в Ирландии принадлежат государству, и поэтому нужно писать им заявление на то, что дайте мне лицензию на охоту этого озера, они рассматривают, дают тебе лицензию, и тогда ты можешь поехать на озеро и охотиться. Отлично. Ну и как наш охот? Мы ходили. У нас, как в Простоквашино, фотоохота. Мы купили даже недавно тепловизор. Да. Мы можем вот здесь вот ставить, как выглядят олени в тепловизоре. Да, мы его видели только в тепловизоре. Мы немножко такие... Невнимательные. Мы не то, что невнимательные, мы не любим общаться с людьми, поэтому мы все на своем горбу тащим. Мы смотрим в интернете у других блогеров и учимся. У нас была... Нет, один раз мы, кстати, первый раз ходили на этот самый дорогой хайкинг в нашей жизни. Мы заплатили чтобы с нами походили, показали, где, как охотиться, на какими Да, это когда я только получил разрешение, только купил ружье, я решил, так, я хочу первый раз, чтобы у нас был гайд, чтобы он мне рассказал, как это все делать. В итоге там был какой-то парень с похмельем. Он с таким перегаром был. Он опоздал, во-первых, да, уже все уехали, уже немножко расцветать начало. Хотя надо было раньше приехать. Он ничего не рассказывал. Мы там пытались как-то у него, ну а что нужно? Там, да. В итоге, когда мы увидели оленей, пока Дима доставал, это даже не сказал, что нужно... Ружье всегда должно быть уже наготове, чуть ли не заряженное, потому что олени видят и сразу прячутся. Да. Поэтому мы когда увидели, пока Дима расчехлил ружье, все, они уже такие в лесок и ушли. Это было один раз, и потом дальше он пару раз в тепловизоре видел оленя, он такой подъезжал, показывает мне, вон он. Я такой, где? Он такой, ну вон, между тем и тем деревом. Причем он одно дерево назвал своим каким-то термином, и другое дерево назвал. Я такой смотрю, что? Он такой, не, все, я вижу жопу, он уходит. А для меня все как была картинка, то есть как бы это первая охота, да. Первая охота, куда смотреть, что делать? Не, я видела, я потом видела, еще пробегали, просто по лесу силуэты пробегали. Ты не видел, когда пробегали? Да. Ты видел только тех самых первых. В итоге, да, проходили весь день. На обед мы пошли покушать. Потом вечером тоже вернулись перед закатом. Тоже опять проходили. Уже никого не было. И когда мы уже сами ездили, мы тоже их видели через тепловизор тоже утром. Вечером уже вообще никого не видели. У нас есть идея. Мы покупаем домик на колесах. Дрон с тепловизором. Разрешено? Да, почему нет? Да, не знаю просто. Стоит, наверное, дорого. Да. Мы покупаем домик на колесах, подъезжаем к тому месту, где мы охотимся, и сразу с утра, вот как только рассвет, мы выходим с него с ружьем. Но это будет уже на следующий сезон охоты, потому что сейчас уже... Я надеюсь, все-таки в следующем году, уже в этом году, точнее, в следующий тендер я где-нибудь уже сам поближе. Да. И я уже получу на свое ружье, потому что я ходила с маленькой 22, я видела только белок, но я видела белок красных, по которым не надо стрелять, они хорошие. Зачем они хорошие, красивые белочки? Я такая, ну и птичек просто обычных каких-то. Раз мы начали про дроны с тепловизорами, можем поговорить, переключиться на дроны, если мы закончим. Чуть-чуть можно про дроны поговорить. Налей, пожалуйста. Вроде тогда про охоту люди все рассказали. Все, что пока знаем. У меня, конечно, да, есть мечта, у нас есть электрический камин, настоящий камин, повесить настоящие рога. Я хочу прям рога, потому что вот у папы есть дома рога висят, и олени рога, и у него вот такую, это для ножа сделал. Ножку? Да, ну из оленей ножки. Ручку из ножки, да. Из оленей ножки. Я хочу, чтобы мне над камином висели рога. Можно их добыть, я не хочу покупать, я хочу, чтобы наши рога были. Да, рога красивые у Red Deer, красных оленей, я не знаю, как они по-русски называются.
Но там, где мы охотимся, там их нет, там есть Да фэллоудеры. мне все равно какие. Я хочу, чтобы были именно, что мы сами, Да. наши. Еще местные на курсах на всех, они все говорят, ой, да это мясо оленье, да оно никому не нужно, его просто выбрасывают. Видимо, это не в Дублине, потому что в Дублине мы спрашивали несколько бучеров, они такие, когда-то, да, раньше у нас было оно. Сейчас Но оно не это популярно в оно Ирландии, не да. нужно никому, его нигде не... Оно считается очень полезным, очень диетическим, но наиболее больше всего протеинов. Ну, не едят его. Но они просто, да, его не едят, Да, потому что поэтому его немножко смысла нужно, нет. поскольку это дичь, его готовить нужно немножко Вымачивать как-то, Да. еще что-то. сложнее. Вкусненько. Да. Хочется. Мы сходили тут в Мишлен-ресторан, оставили за вот такой кусочек средности. Все-таки лучше ехать куда-нибудь или в Скандинавию, или в Восточную Европу, где хочется покушать вкуснее. Ну, да. Да. Мы решили разбить этот подкаст на 2 части, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую. Купить дрона можно без проблем, но летать на нем нельзя. Я захожу в туалет и вижу камера направлена прямо на унитаз. У меня ни билетов, ничего. Я такая, мультипаспорт.